Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие варежки к крючку. Рукавички. Давайте рассмотрим их поближе. Посмотрите, какие они нарядные. С тыльной стороны мы будем вывязывать узор. Очень красивый. Вязать его просто, быстро. А с внутренней стороны будем вязать однотонной ниточкой. Вот такой резиночкой. Варежки удобно сидят на руке. За счет резиночки они плотно облегают ручку. Можно связать их на любой размер, любой длины. Видео будет состоять из двух частей. В первой части мы с вами свяжем тыльную сторону, а во второй части будем вязать ладошку и пальчик, а также соединим обе детали между собой. Так что я рекомендую провязать вначале две половинки верхние, и когда они будут готовы, будем вязать уже внутреннюю сторону варежек. Если вам понравились такие рукавички, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Ну, давайте приступим к работе. Что нам для этого потребуется? Ну, конечно же, пряжа. Я беру разноцветные нитки, остатки. У меня здесь от разных проектов остались. Нитки отличаются между собой, но я подобрала более-менее подходящие по цвету. Основная пряжа у меня будет вот такая. Посмотрите, какие здесь крапинки. Терракотовые, рыженькие, фиолетовые. И подходящие к этим оттенкам вот такие ниточки. Шафран, цвет топленого молочка, фиолетовые. Мне кажется, они хорошо сочетаются между собой. И поэтому беру такие нитки. Подробное описание про эти нитки я сделаю в описании под этим видео. Размер ниток, толщины пряжи. Крючок буду использовать 3,5 миллиметра. Итак, беру ниточку фиолетового цвета. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 39 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте наберем самостоятельно и встретимся. Набрала 39 воздушных и вяжем первый ряд. Еще одна воздушная петля подъема, и начиная со второй петли от крючка, первая, вторая, провязываем в каждую петлю по столбику без накида. 1, 2, 3. Так вяжем до конца цепочки, и у нас должно получиться 39 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся. 38 и в начальную петлю 39. Провязали 39 столбиков без накида, и теперь для разворота вяжем еще столбик без накида в эту же петлю, разворачиваем и начиная с этой же петли, получается, вяжем третий столбик вот, в начальную петлю. 3 столбика у нас на развороте, и в каждую петлю первый мы провязали и еще 38 по столбику без накида. Вот этот хвостик мы сейчас сразу обвязываем. И со второй стороны у нас также получится 39. Итого 39, 39 и еще один. Так. Не пропуская, аккуратненько в каждую петлю напротив столбика каждого провязываем по столбику. Здесь уже по 2 ниточки я провязываю. Все вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязываем последний 39 столбик со второй стороны.
2 петли на крючке, и чтобы нам поменять нить, мы закрываем последний столбик без накида ниткой нового цвета. Все, 39 столбиков. Первый ряд у нас готов, и всего в ряду у нас получилось 79 столбиков без накида. Фиолетовую нитку я пока отрезаю. Продолжаю вязать таким цветом, цвет шафран. Так, затянули. Воздушная петля подъема. Прикрепили ниточку, разворачиваем и вяжем второй ряд. Начиная с первого столбика я буду провязывать за передние дольки. Провязываем в каждый столбик по столбику без накида. Вы можете вязать и за обе половинки. Это не принципиально здесь. Я вяжу за передние. Так, третий, четвертый. Давайте провяжем 39 столбиков и встретимся. Провязали, и давайте с вами отметим 39 столбик маркером. Здесь у нас без прибавок сторона, а на закруглении всегда будем делать прибавки. Итак, в этот же столбик провязываем еще один столбик, 40-й. В следующий столбик 2 столбика, также прибавочка. И в следующий также прибавка. 1, 2. Вот это у нас первый из 39, также на него надеваю маркер, помечаем. И вяжем еще 38 столбиков без накида. Доходим до конца ряда. Итого у нас получится 82 столбика. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Провязали 39 столбиков и со второй стороны. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем. И в первый столбик без накида. Теперь я буду вязать за задние дольки, но можно также за 2. Я, как уже сказала ранее, это не принципиально. Вяжем столбик без накида. Просто мне так больше нравится, когда здесь такая косичка проглядывает, и мне кажется, так более нарядным смотрится вязание. Так, 1 провязали, и в следующий 2. Далее начинаем провязывать вот такие протяжки. Спускаемся. Вот первый столбик фиолетовый, второй, и под третий. Вот у нас как в центр наши варежки. Вот цепочка у нас начальная. Вытянули нить на высоту вот вязания. Не слишком свободная, чтобы она не оттопыривалась потом при использовании, но и не стягиваем сильно. Регулируем тут самостоятельно. Провязали столбик без накида удлиненный. Пропускаем столбик без накида второго ряда, и в следующие 3 столбика по столбику без накида. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика первого ряда, вставляем крючок, вот тут даже отверстие видно, и провязываем столбик без накида удлиненный. Так, снова пропустили столбик второго ряда, и в следующие 3 вяжем по столбику без накида обыкновенному. Давайте еще раз вместе сделаем такую протяжку. Вот 3 отверстия пропустили, в следующее вытянули, закрыли петли, и снова 3 столбика без накида. Когда я вижу за задние дольки, у меня впереди остается вот такая косичка из свободных половинок, стеночек. Так, и 3 столбик. Все, продолжаем вязать по рисунку. Дойдем до 39 столбика и встретимся. Итак, подошли к 39 столбику. Так, маркер снимаем.
Делаем последнюю 10-ю протяжку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-ю. И она у нас получается в начальную петлю, откуда у нас выходит 3 столбика. Ой, что-то я накид сделала. Первого ряда. Вот, все, 10-я протяжка готова. Пропускаем 39 столбик, с него мы сняли маркер. И далее у нас идут 4 петли. Вот в первую петлю мы сделаем прибавочку. 2 столбика. Далее 1 столбик. В следующий также 1. И в 4-й столбик на развороте 2. Прибавочка. Давайте отметим 39 столбик также. Вот протяжка, это у нас 39. Так, подошли ко второй стороне и симметрично первому краю также провязываем в эту же петлю, откуда у нас выходит последняя протяжка, вставляем крючок, делаем такой же удлиненный столбик без накида. Это у нас первый из 39. Так, пропускаем следующие 3 по столбику без накида. И снова протяжка у нас в ту же петлю, откуда выходит зеркально. Вытягиваем равномерно все петли. И снова 3 столбика без накида. Не забываем пропускать столбик под протяжкой. Все, вяжем так по рисунку и встречаемся. На этой стороне у нас будет также 10 удлиненных столбиков. Провязали последнюю 10-ю протяжку. Делаем 2 столбика без накида в конце ряда. Первый и второй. Но второй мы будем закрывать ниточкой нового цвета. Я беру нитку молочного цвета. Все, закрепила. Предыдущий цвет затянули и отрезаем. Так. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 84 столбика в ряду. Вяжем 4-й ряд. Воздушную петлю подъема мы уже сделали. Разворачиваем. Теперь я буду вязать за передние дольки, начиная с первого столбика. Также провязываем 39 столбиков без накида. Но если вы вяжете за обе половинки, так и продолжайте вязать за обе половинки. 4, 5. Доходим до маркера и встречаемся. 39 столбиков у меня. Я провязала 38. Снимаем маркер 39. Теперь нам нужно сделать 2 прибавки вот здесь на закруглении. В следующий столбик 1 столбик. В следующий прибавка 2 столбика. В следующие 2 по 1 столбику. В следующий прибавка 2 столбика. И в следующий 1. Так, вот этот столбик 39 также мне нужно пометить, чтобы у нас все было ровненько, аккуратненько, не запутаться. Так, и начинаю со следующего столбика. Это у нас первый. Также его отмечаю и провязываем 39 столбиков по второй стороне. Второй, третий. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Подошли к концу ряда. У нас получилось 86 столбиков в ряду. Вяжем
5 ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем. Теперь вяжем за задние дольки. 1, начиная с первого столбика, 2, 3, 4. И теперь нам нужно сделать удлиненный столбик. Вставлять крючок мы будем. Вот у нас 3 столбика обыкновенных. Вот у меня желтые они. Вставляем вот в серединку под второй столбик. Вытянули, провязали, столбик пропускаем и в следующие 3 вяжем по столбику без накида обыкновенному. Я вяжу сейчас за задние половинки, но если вы вязали за обе, то так и продолжаем. Так, далее идет удлиненный, также спускаемся вниз, вытянули, провязали, 1 пропускаем и снова вяжем 3 столбика без накида. Тут все очень просто. Провязали, снова делаем удлиненный столбик без накида, пропустили 3 столбика без накида. Вот что у нас получается. Смотрим, чтобы ниточки лежали ровненько у нас параллельно, не перекручивались, вот эта длинная петля. Все, вяжем самостоятельно. Давайте дойдем до отмеченного маркером столбика и встретимся. Итак, провязали 9 вытянутых столбиков. После последнего 9 2 столбика, это 39, я его помечаю. И сюда же в этот столбик провязываю еще 1 столбик без накида, это прибавочка. Далее у нас вытянутый, вставляем крючок после вот последней 10-й прибавки желтой, вот сюда куда-нибудь втыкаем. Здесь уже не принципиально у нас. Так, столбик пропускаем. И так, здесь мы сделали прибавку, этот пропускаем. В следующие 3 по столбику без накида. 1, 2, 3. Так, проверяем, чтобы 4 осталось 1. Да, все правильно, да. Далее снова вяжем вытянутый столбик, вставляем крючок, ну, в серединку под желтый ряд, вот так. Это у нас тоже как прибавочка идет. Здесь мы столбики не пропускаем. И начиная со следующего столбика провязываем 3 столбика без накида. Этот мы пропустим столбик. Сейчас вяжем удлиненный. Подошли вот к отмеченному и в него провязываем 2 столбика, прибавка 1 и 2. Вот второй столбик, это у нас 1 из 39. Так, 2 провязали, следующий 1. И теперь делаем удлиненный. Все, развернулись и также вяжем 3 столбика удлиненный, 3 столбика удлиненный. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Ну вот я довязала 5-й ряд, сменила уже цвет нити, взяла фиолетовую. В 5-м ряду у нас получилось 89 столбиков. Вяжем 6-й ряд, разворачиваем. Так, и еще такой момент, если вы будете делать бахрому по краю варежки, то можно оставлять эти кончики подлиннее. Также мы их закрепим и
оставим в бахрому. Но если будем обвязывать, то не обязательно такой длины. Итак, начиная с первого столбика, теперь вяжем за передние половинки. Провязываем также 39 столбиков без накида до маркера. 3, 4, 5. Вяжем и встречаемся здесь. Провязали. Далее нам нужно сделать 3 прибавки. Так, в следующий один, в следующий один, прибавочка, один, один, далее прибавочка, один, один, прибавочка, и один, один. Вот так закруглим. Все, в следующие 39 провязываем по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. Шестой ряд у нас готов. Получилось 92 столбика. Вяжем 7 ряд. Воздушная петля подъема. Разворачиваем. И теперь вяжем за задние дольки. Также провязываем 2 столбика без накида. И теперь делаем протяжку вот под белые нитки, вот сюда. Сделали удлиненный столбик без накида. Пропускаем столбик, и в следующие 3 я вяжу за задние половинки 3 столбика без накида обыкновенные. Провязали, и теперь удлиненный столбик. Три столбика без накида, удлиненный, 3 столбика. Все, продолжаем вязать, встречаемся около маркера. Сделала 9 протяжек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 столбика. Теперь вместо вот этого 39 снимаю маркер. Так, делаем протяжку. Его отмечаем, это 39 столбик по ровной стороне. Так, следующий столбик мы пропустили 6-го ряда, и в следующие 4 также вяжу за заднюю дольку, провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4. Далее удлиненный столбик, вот между 2 протяжек вставляем сюда. Выровняли. Так, здесь столбик мы не пропускаем, и в следующие 6 вяжем по столбику без накида. 1, 2, 3. Ниточка темная, может быть, не очень хорошо видно, но я на словах все проговариваю. 4, 5, 6. Далее протяжка у нас, удлиненный столбик. Здесь мы не пропускаем, и в следующие 3 провязываем, нет, в следующие 4
провязываем по столбику без накида. Подошли к отмеченному маркеру, вяжем удлиненный столбик. Это первый из 39. Так, перевешиваем на 39 столбик, первый. Так, пропускаем и в следующие 38 вяжем по рисунку 1, 2, 3, удлиненный, снова 3, удлиненный. Все, здесь по рисунку. Выполнили закругление, вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, заканчиваем вязать 7 ряд, и я закрываю ниточкой основного цвета. Закрываем. Присоединили фиолетовую, подтягиваем, отрезаем. В 7 ряду у нас получается 94 столбика всего. Вяжем 8 ряд, разворачиваем и за передние дольки провязываем также сейчас так 39 столбиков без накида. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Так, отметили 39 столбик и продолжаем вязать в следующие 1, 2, 3, 4. Провязали по одному столбику, и вот в удлиненный делаем прибавочку 5-6. Далее идем до следующего удлиненного столбика, в каждый провязываем по одному. 1, 2, 3. Я вяжу за переднюю половинку 4, 5, 6. Подошли к удлиненному и сюда делаем прибавочку 2 столбика без накида, и в оставшиеся 4 столбика также по одному. 1, 2, 3, 4. Подошли к маркеру и, начиная с этого столбика, также провязываем 39 столбиков без накида. Встречаемся в конце ряда. 8 ряд у нас готов. У нас получилось 96 столбиков. Вяжем 9 ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем и провязываем следующие 1, 2, 3, 4 столбика по столбику без накида, но теперь вяжем за задние половинки столбиков. Провязали 4 и теперь делаем удлиненный. Вяжем по рисунку. Пропускаем столбик в следующие 3 по столбику без накида. Удлиненный. Вяжем по рисунку, доходим до маркера и встречаемся. Провязали 9 удлиненных столбиков, вот 9. Осталось нам еще 2 столбика без накида до маркера. Первый,
второй, также не забываем отмечать, чтобы потом легче было все нам считать и не потеряться. Далее в следующий столбик без накида, следующий и еще один. Провязали. Здесь мы, когда будем обвязывать, не будем пропускать под удлиненными столбиками. Сейчас выполняем удлиненный. Вот у нас 2 протяжки, вставляем посерединке крючок и провязываем удлиненный столбик без накида. И теперь мы не пропускаем столбики. Так, в этот провязали, в следующий. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделаем, давайте. Делаем теперь удлиненный. Не пропускаем. И начиная со следующего, так, вот в этот, также вяжем 6 столбиков, протяжку и еще 3 столбика до маркера. Вяжем симметрично этой стороне. Сейчас мы столбики не пропускаем. За счет вот 3 вытянутых столбиков у нас получится 3 прибавочки. Так, здесь мы не пропускаем. Снова вяжем 6 столбиков симметрично первому краю. 2, 3, 4, 5, 6, протяжка между двух, вот посерединке. Не пропускаем и в следующие 3 столбика также за задние дольки, чтобы все у нас было красиво. 1, 2, 3. Вот так. Все, теперь в отмеченный маркер столбик без накида. Не забываем также его отмечать. Это первый из 39. Так, на замочек. Следующий столбик без накида. Протяжка. И далее по рисунку вяжем оставшиеся 36 столбиков. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда и закрываем последний столбик ниточкой нового цвета. Я беру сейчас нитку топленого молочка, и хоть в основном цвете нет такого, но я решила как-то украсить, оживить. Вот вяжу так кончик. Закрываем последний 39 столбик, перекинули хвостик, воздушная петля, предыдущую ниточку затягиваем и отрезаем. Как я уже говорила, можно оставлять сразу подлиннее хвостики, чтобы делать бахрому, но я буду хвостики эти потом прятать. Так, 9 ряд у нас готов. Получилось 99 столбиков в ряду. Вяжем 10 ряд. Так, петлю подъема сделали, разворачиваем. И в каждый столбик по кругу провязываем по столбику без накида за передние стеночки столбиков. Первый, второй, третий. В этом ряду нам нужно будет сделать
3 прибавки, и их мы сделаем в вытянутые столбики. Вяжем 39 и далее по одному до прибавки и вот до вытянутого столбика, и в каждый вытянутый столбик провязываем по прибавочке и продолжаем вязать в каждый столбик по одному столбику без накида. Итого у нас получится 99 плюс 3 102 столбика. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно и встретимся. Вяжем за передние половинки. Закончили вязать 10 ряд. У нас получилось 102 столбика по кругу. Вяжем 11 ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем и вяжем теперь за задние стеночки столбиков. Первый столбик, следующий, второй. И теперь вытянутый столбик, удлиненный без накида. Пропускаем столбик в следующие 3 по столбику без накида и далее удлиненный. Также вяжем по рисунку. Давайте дойдем до маркера и встретимся. Подошли к маркеру. Вяжем 39 столбик вытянутый. Также его отметим. Так, столбик пропускаем и в следующие 7 провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь делаем вытянутый столбик. Пропускаем столбик. В следующие 8 вяжем по столбику. Без накида 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вытянутый столбик. Пропускаем в следующие 7 по столбику без накида. Четыре, 5, 6, 7. Подошли к отмеченному. Вяжем вытянутый столбик. Также его отмечаем. Это первый из 39. И в оставшиеся 38 столбиков вяжем по рисунку. Пропустили столбик, 3 столбика без накида. Теперь вытянутый. Все, давайте довяжем до конца ряда самостоятельно и встретимся. Все, ниточку я отрезаю, сделали закрепку. И также получилось 102 столбика. Здесь у нас прибавок мы не делали, чтобы уже варежка начала закругляться. Так, ширина тыльной стороны получается 9,5 сантиметров.
Маркеры пока пусть у нас остаются на месте. Посмотрите, как ладошка лежит в детали, как в лодочке. Мне такой ширины достаточно. Мы с вами провязали 11 рядов, но если вдруг вам узко, то можете сделать еще 2 ряда. Вот посмотрите, я делаю еще одну деталь, другая варежка в других расцветках у меня. И здесь я провязала не 11, а 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 13 рядов. И ширина их у меня одинаково. Это зависит все от плотности вязания. Вот эти ниточки немножечко потоньше, и поэтому мне пришлось сделать еще 2 ряда. Так что смотрите сами, какой размер варежки вам нужен и что у вас получается. Все решаем по ходу вязания. Так. Давайте, наверное, немножко с вами отдохнем. Тыльную сторону мы с вами провязали. И в следующей части с вами будем вязать внутреннюю сторону варежки и пальчик. А также соединим 2 детали между собой. Сделаем обвязку края. Доделаем такой комплект варежек. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!